Даже обычные буквы могут выглядеть круто, если правильно добавить им свет и анимацию. И сейчас ты увидишь, как это работает. Также я покажу, как из одного текста сделать базовый шаблон, который можно будет использовать в других проектах. Поехали! Для начала создадим новую композицию. В моем случае я использую следующие параметры. Full HD 1920 на 1080, частота кадров 2997, длина 5 секунд. Этого более чем достаточно для создания нашей анимации. В качестве цвета фона выберем очень темный оттенок, почти черный. Давайте для начала создадим текстовый слой и напишем, к примеру, слово «неон». Отлично. Теперь важно правильно этот слой отцентрировать. Если вы уже знаете горячие клавиши, отлично. Если же пока нет, не переживайте. На первых порах проще и удобнее воспользоваться способом, который я сейчас покажу. Выделяем текстовый слой, затем переходим в меню Layer, Transform, Center Anchor Point in Layer Content. Эта команда перемещает якорную точку в центр слоя. После этого снова открываем Layer, Transform, Center in View. В результате у нас идеально отцентрирован и сам текстовый слой, и его якорная точка. Далее раскрываем наш текстовый слой и в меню Animate выбираем Opacity. После этого раскрываем Range Selector и переходим к первому кадру нашей будущей анимации. На параметре Offset устанавливаем значение 0 и нажимаем на значок секундомера, чтобы создать первый ключевой кадр. Затем перемещаемся на первую секунду на таймлайне и изменяем значение Offset на 100%. Второй ключевой кадр будет создан автоматически. А параметр Opacity давайте выставим на 0%. Теперь дублируем наш текстовый слой и переименовываем его в Glow. После этого раскрываем параметры слоя Glow, открываем меню Текст, затем Аниматор, далее Range Selector и находим параметр End и устанавливаем для параметра End значение 0%. Затем перемещаемся на отметку первой секунды и изменяем значение End на 100%. Второй ключевой кадр будет создан автоматически. А у слоя неон давайте отключим видимость, нажав на значок глаза. После этого раскрываем раздел Advanced и в параметре Mode выбираем значение Subtract. Параметр Smoothness устанавливаем на 50%. Это сделает появление букв более мягким и плавным, благодаря чему анимация будет выглядеть гораздо приятнее. У слоя Glow отключаем параметр Fill, заливку, и включаем параметр Stroke, обводку, и делаем ее примерно 5 пикселей. Теперь создадим слой Solid. Кликаем правой кнопкой мыши по пустому месту и выбираем New Solid. Называем слой Gradient. После этого на этот слой добавляем эффект Color Gradient. Здесь мы подбираем теплую цветовую гамму. После голубого мы постепенно уводим цвета в более темные тона, добавляя глубокие синие и в конце почти черные оттенки. Далее используем выражение Expressions. Зажатой кнопкой Alt мы кликаем на Point 1 и в появившемся окне вписываем wiggle в скобочках 0.5, запятая, 1000. Затем это значение копируем и вставляем в параметры Point 2, Point 3, Point 4. Теперь цвета как бы двигаются и меняются сами по себе. Это будет использоваться как динамический цвет. После этого назначаем слой градиент как TrackMate для слоя Glow. В результате цветовой градиент начинает работать внутри текста, окрашивая его изнутри. Причина, по которой мы делаем это именно так, заключается в том, что внутри текста появляется не просто однотонный цвет, а красивый живой градиент с плавными переходами между оттенками. Теперь добавим эффект Glow к нашему тексту с обводкой. Glow Radius 50, Glow Intensity 1.7. Затем дублируем слой с эффектом и тут увеличиваем значение Glow Radius до 400. Такой прием позволяет создать более глубокое и мягкое свечение, чем при использовании только одного слоя. После этого снова включаем видимость основного текстового слоя, и эффект полностью готов. Теперь, как я и обещал, давайте превратим эту анимацию в удобный шаблон, чтобы в дальнейшем можно было менять текст всего в одном месте и вся анимация автоматически обновлялась.
Чтобы превратить эту анимацию в шаблон, свяжем слой Glow со слоем текст с помощью Parent Link. Раскрываем оба слоя и находим параметр Source Text. Далее с зажатой кнопкой Alt нажимаем на значок часов. Затем берем значок Pick-Whip, иконка в виде спирали, и перетягиваем его на параметр Source Text слоя текст. Теперь, если вы измените основной текст, он автоматически обновится и на втором слое. При этом вся анимация и все эффекты сохранятся. Вот и все. Наша шаблонная анимация полностью готова. Если вам понравился этот урок, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также в описании под этим видео есть ссылки на мои соцсети – Telegram, TikTok и Instagram. Там я выкладываю дополнительные материалы и другие короткие уроки. Жду вас там, не прощаюсь и до скорого!